Привет, меня зовут Юля, вы находитесь на канале Ауникири. И сегодня свяжем вместе с вами вот такую вот маленькую крошечную мышку, мышку-малышку. Эта игрушка цельно вязаная, вяжется единой деталью. Постаралась сделать ее максимально маленькой и реалистичной. Такая у нее чуть-чуть опущенная голова, такая пухленькая попа и хвостик, длинный хвостик. И большие лопоухие ушки. Ростом она получается около 6-6,5 сантиметров в длину. Но в этот раз я вязала ее из более толстой пряжи. Если вы будете вязать ее из обычной плюшки, то она выйдет чуть-чуть поменьше даже. А если из лавиды, так вообще кроха. Но мне кажется, она и так достаточно маленькая. Схема на мышку бесплатная. И лучшей благодарностью от вас будет указание меня как автора при использовании этой схемы. А я желаю вам приятного вязания. А для вязания нам понадобятся такие материалы. Начинаем вязание нашей мышки с головы. Берем нить основного цвета, цвет тела, которым у вас будет мышка, и набираем в кольцо амигуруми 4 столбика без накида. Я кольцо амигуруми вяжу так: 3 воздушных петли, со второй петли от крючка провязываю 4 столбика без накида. Отмечаем начало ряда. Я это делаю с помощью нити контрастного цвета. И вяжем второй ряд. Это у нас столбик без накида, 2 прибавки, и столбик без накида. Во втором ряду у нас должно выйти 6 столбиков без накида. Далее выворачиваем наше вязание, наше изделие. И продолжаем вязать так. Тоже отмечаем начало ряда. Третий ряд вяжем прибавка, столбик без накида, 2 прибавки, столбик без накида и прибавка. В конце третьего ряда у нас должно выйти 10 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. Это у нас прибавка, 2 столбика без накида, второй столбик не довязываем. И далее буду делать смену цвета, так как я хочу сделать ушки именно розовым цветом. Если вы хотите ушки основным цветом тела, то тут смену нити на другой цвет не делайте, а просто продолжайте вязание основным цветом. Молочную и розовую нить завязываю между собой. И далее будем вывязывать ушко в следующую петлю. Это у нас соединительный столбик розовым цветом, 2 воздушных петли. Во вторую петлю от крючка будем вязать такую комбинацию: полустолбик с накидом, воздушная петля, в эту же петлю столбик с одним накидом, воздушная петля и в эту же петлю полустолбик с накидом и еще одна воздушная петля.
Если хотите, чтобы ушки у вас получились поменьше, то просто не делайте воздушные петли между полустолбиками и столбиком с одним накидом. Далее вяжем соединительный столбик в петлю, с которой мы вывязывали ушко. Но вяжем соединительный столбик молочного цвета. Вот так. И подтягиваем розовую нить. И дальше вяжем молочным цветом. Столбик без накида. Прибавка. Прибавку не довязываем. И делаем тут смену цвета. Будем вывязывать второе ушко. Смену цвета на розовый. И в следующую петлю будем вязать второе ушко. Так же само, как и первое. Тоже соединительный столбик в следующую петлю. 2 воздушных петли. Во вторую петлю от крючка вяжем полустолбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с одним накидом. Воздушная петля. И полустолбик с накидом и воздушная петля. И соединительный столбик в эту же петлю, с которой вывязывали ушко, соединительный столбик молочного цвета. Эти ниточки я подтягиваю розовую. Далее вяжем молочным цветом 3 столбика без накида. Третий столбик не довязываем и будем вязать лапки. Тоже делаем смену цвета на розовый. 3 воздушных петли. Начиная со второй петли от крючка вяжем 2 соединительных столбика. Первый соединительный столбик розовым цветом, а второй соединительный столбик молочным цветом. И такая лапка у нас получается. Далее молочным цветом вяжем в эту же петлю, с которой мы вывязывали лапку. Вяжем столбик без накида. То есть эта лапка у нас получилась между прибавки. То есть прибавка вместе с лапкой. Тут у нас выходит конец ряда, но мы продолжаем дальше. И вяжем столбик без накида молочным цветом. Не довязываем его. И будем вывязывать вторую лапку. Тоже розовым цветом. Смену цвета на розовый делаем. Вяжем 3 воздушных петли. Начиная со второй петли, вяжем соединительный столбик розовым цветом и соединительный столбик молочным цветом. Тут у нас будет новое начало ряда. И дальше мы будем отсчитывать петли именно с этого начала. И вяжем 5-й ряд. Это 3 столбика без накида. Будем пропускать ушко и делать своего рода убавку. Вытягиваем петлю с розового соединительного столбика, ушко, и далее вытягиваем петлю за ушком, пропуская ушко из молочной петли, из петли молочного цвета, и провязываем их вместе. Далее провязываем убавку за следующие петли. И делаем такую же убавку, как и с этим ушком. И тоже заводим крючок и вытягиваем петлю за соединительный столбик розового цвета. Пропускаем ушко и заводим крючок уже после ушка в следующую петлю молочного цвета. Вытягиваем петлю и провязываем их вместе. Далее вяжем по телу 4 столбика без накида. Будем пропускать лапки и просто вязать столбики без накида.
В этом ряду должно выйти 10 столбиков без накида. Отмечаем начало ряда и вяжем 6-й ряд. Это у нас столбик без накида, прибавка, столбик без накида, 2 прибавки, 1 прибавка в одну петлю и 2 прибавка в другую петлю, столбик без накида, прибавка, 3 столбика без накида. В конце 6-го ряда должно выйти 14 столбиков без накида. 7-й ряд вяжем 12 столбиков без накида. И тут мы будем вывязывать задние лапки. Смотрите, чтобы лапка находилась примерно напротив передних лапок. Если нужно, просто делайте петли смещения или провяжите на 1 петлю меньше. Просто ориентируйтесь на передние лапки. Делаем смену цвета на розовый и вяжем лапку 3 воздушных петли, начиная со 2-й петли от крючка, соединительный столбик розовым цветом и соединительный столбик молочным цветом. Далее вяжем 3 столбика без накида. Если у вас лапка слишком уходит вперед, то провяжите 2 столбика без накида, так как между передними лапками у нас 2 столбика без накида. Но у меня вязание не сильно уходит вперед, потому я провязываю 3 столбика без накида между задними лапками и вывязываю 2-ю лапку. Просто ориентируйтесь на свое вязание, чтобы лапки были симметрично. Ну а также еще от толщины пряжи зависит. Вяжем 2-ю лапку 3 воздушных петли и 2 соединительных столбика, 1 розовый, другой молочным цветом. Тут я отмечаю новое начало ряда и вяжу 14 столбиков без накида по кругу молочным цветом. Следующий ряд вяжем столбик без накида, убавка. Повторяем так 4 раза. До конца ряда у нас остается 2 петли, провязываем их просто 2 столбика без накида. На этом этапе можно наполнить нашу мышку. Розовую нить я все еще не отрезаю, так как мы еще будем вывязывать хвостик. Стараемся пройти в голову хорошо, просунуть наполнитель. В следующем ряду будем вязать убавки, а также вывяжем хвостик. Вяжем 1-ю убавку, 2-ю убавку. Дальше я смотрю, что хвостик у меня будет вывязываться уже в следующей петле. Тогда я провязываю столбик без накида, не довязывая, меняю цвет нити на розовый и вяжу с помощью воздушных петель, вяжу хвостик. Это у нас 15 воздушных петель.
4. И просто отрезаю розовую нить. Вытягиваю. И еще завязываю на узелок. Стараюсь этот узелок сделать прям в конце этой воздушной петли. Далее отрезаю прям максимально вблизи. Дальше просто припалю зажигалкой. Сейчас нам осталось провязать еще одну убавку. Я просто беру, вытягиваю эту молочную нить из следующей петли и провязываю убавку молочным цветом. Отрезала нить молочного цвета. На этом этапе можно поднабить игрушку. Все, закрываю отверстие с помощью пластиковой иглы. Вот такая заготовка получилась. Нам осталось приклеить глазки и приклеить носик. Или же можно вышить глазки и вышить носик. Тут уже на ваше усмотрение. Также можно вставить глазки на безопасном креплении, но сделать это во время вязания. Я использую носик 5 мм и глазки 7 мм. И буду приклеивать их. Носик я могу сначала примерить, а глазки буду клеить между вторым и третьим рядом, прямо на границе второго и третьего ряда. Ориентируюсь на ушки, чтобы глазки были напротив ушек. Носик можно чуть-чуть повыше вставить. Просто ориентируюсь здесь на толщину своей нитки. У меня эта нитка молочного цвета довольно-таки плотная и толстая, потому вот тут носик, мне кажется, слишком низко. И хочется чуть-чуть повыше, потому я вставляю его прям вот тут вот, где-то между петель, и буду приклеивать именно в этом месте, чтобы он прям слишком низко не был, и мышка смотрелась милой. И все, наша мышка готова. Надеюсь, результат вас порадовал. Если вам полезен был мастер-класс, то буду благодарна за ваши лайки и комментарии, а также отзывы, получилось ли у вас связать такую мышку. Желаю вам приятного вязания. До новых видео!